Всем доброй ночи еще раз, точнее, скоро раннее утро. Но я решила снять этот небольшой ролик и потом лечь спать. У меня очень много различных работ. У меня работы свои, которые мне приходили. У меня есть работы, которые мне давали на различных языках, может быть, вымерших уже языках, а быть может и языках духов. Есть работы, которые мне достались, как бы сказать, по наследству, в дар, в старых книгах теней, тетрадях. И мне передавали потомки, потомки ведьм, потомки знахарей. И я их озвучивала. Есть работы, которые, собственно говоря, версии, такие версии уже существуют, но я создавала свою версию, потому как те версии не рабочие. Там либо нет ключа, либо еще что-то не так, и оно не работает в полную силу или вообще не работает. И каждый раз я говорю, что у данной работы есть версия, но я вам показываю свою версию, доработанную версию, которая сработает. Друзья мои, очень много книг по магии, очень много заговоров, их миллионы. И в интернет-пространстве, и в книгах, которые продают, и в старинных книгах можно найти, и в тетрадях, записанных где-то там. Однако они не сработают у обычного человека, потому что либо там нет ключа, либо непонятно, каким образом делать, в какое время. То есть просто вот, мягко говоря, голый заговор, он ни о чем. Заговор должен быть с объяснением, когда можно применить, каким образом, как нужно откупаться за проделанную работу, да, как нужно благодарить духов. Много тонкостей, которые нужно знать для того, чтобы заговор помогал. Ну, например, заговор Марок ведьмака Ивана. Когда я снимала, я сказала, что это изначальная версия, самая первая, самая настоящая версия. Поэтому она сработает. Хотя различные версии есть, ну и в интернете есть, и в книгах есть. Я каждый раз говорю о том, что есть какая-то определенная версия, но мне дали первоначальную. Либо такая версия существует, но у меня есть своя версия этой работы. Ну, например, «Змея Скорпия». Есть народная версия, заговор, а есть моя версия. Вот, если наберете «Змея Скорпия. Ведьмина изба», то увидите мой заговор. Он отличается от народной версии. Там просто персонаж взят, Змея Скорпия, не более того. Однако я также назвала, то есть название схожее, похожее. Я к тому, что ведьма приходит в этот мир, чтобы использовать все возможности, все источники, активизировать для того, чтобы помочь человеку, помочь людям. И для этого, собственно говоря, все варианты подходят. И свои работы, и доработанные, и улучшенные варианты народных заговоров, которые, предположим, сами по себе не работают, если их не доработать и не добавить. Но я, естественно, стараюсь больше свои работы выкладывать, и изредка могу взять, доработать какой-то вариант народной магии, не авторской. Вот сейчас я хочу вам подарить улучшенные
и доработанный мной вариант. Этот заговор по разным версиям либо шумерский, либо вавилонский, халдейский язык. Ну, по крайней мере, непонятно, на каком языке он составлен. Но он очень старинный, древний заговор. Но если его вот так читать, он не работает. Видимо, вот эта часть, которая осталась, пришла к нам издревле, да, вот эта вот маленькая часть, она, это часть целостности, то есть большого заговора, который был утерян. И без большого этого заговора, большой части, основной вводной части, он не срабатывает. И я создала эту вводную часть заговора, изначальную часть, после чего заговор сработал. Это возвращение удачи в делах, удачи в жизнь. Вот когда человек как бы много работает, трудится, но его усилия никак не могут принести ему какие-то весомые результаты. Потому что у него нет удачи. Удача ушла. Его нужно вернуть. Каким образом это сделать? Вот этим заговором вы можете вернуть себе удачу. Что вам нужно? 10 черных восковых свечей, потому что черный цвет, особенно черный воск, обладает определенной силой, и они в себе воплощают все цвета и все силы в природе и в мироздании. Свеча – это как соединение материального и духовного мира. Пламя свечи пронзает пространство и соединяет нас с духовным миром. Хотя воск, он материален. Когда проводите подобный ритуал, рядом ставьте всегда воду, потому что пламя может быть агрессивным. Вы же не знаете, из-за чего ваша удача ушла. Быть может, это какой-то, крадник. Правда, если крадник, он сильный, нужно к практику обращаться. Но этот ритуал может убрать. Быть может, с глаз. Так вот, если у вас никак ничего не получается, проведите этот ритуал. Через некоторое время повторите. Но обычно одного раза достаточно, чтобы он сработал. Итак, 10 черных восковых свечей черной шерстяной ниткой нужно обмотать. Садитесь напротив алтаря и 10 раз, расслабьтесь и 10 раз прочитайте заговор. После чего дайте свечам догореть. Когда уже догорит вот до определенного места, потушите. На следующий день, это нужно провести ночью, ночное время. На следующий день 10 монет и огарки свечей. Оставьте на перекрестке, то есть повернитесь, свечи кладите на перекресток, на середину. Повернитесь, киньте 10 монет через плечо, вечером можете того дня, да, когда мало народу. И говорите: откупаюсь, и уходите без оглядки. И через некоторое время вы увидите, что ваши дела пойдут в гору, потому что препятствия будут убраны. Итак, на перекресток обязательно нужно отнести, потому что вы сжигаете препятствия и возвращаете себе удачу. Призывайте удачу обратно в жизнь. Заговор следующий. То есть первая часть моя, вторая часть – это более древние слова, но которые я доработала и дала возможность этому заговору стать рабочим. Открой свои двери, судьба, направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная,
и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат, Иушес, Гаили, Мумхан, Ваасес, Тут Ам, Раис, Кулла, Абакалам, Абракалам, заклято. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение, как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат, Иушес, Гаили, Мумхан, Ваасес, Тут Ам, Раис, Кулла, Абакалам, Абракалам, заклято. Несколько раз прочитаю, не 10 раз, конечно. Когда вы будете читать, такое будет ощущение, как будто прям пронзает жар, потом холод бросает. Это нормально. Это ваше подсознание начинает меняться внутри вас, успокаивается, уходят страхи, и уходит вот эта чернота, черная энергия, которая вам не дает, продвинуться вперед в своей работе. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат, Иушес, Гаили, Мумхан, Ваасес, Тут Ам, Раис, Кулла, Абакалам, Абракалам, заклято. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат, Иушес, Гаили, Мумхан, Ваасес, Тут Ам, Раис, Кулла, Абакалам, Абракалам, заклято. Немного неправильно. Абакаам. Да, все правильно сказал. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат, Иушес, Гаили, Мумхан, Ваасес, Тут Ам, Раис, Кулла, Абакалам, Каам, извиняюсь, тут, да, немного сбилась, Абракалам, заклято. Произнесла немного нечетко. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам, Латхат,
Иушес Гаили Мумхан Ваасес Тут Ам Раис Кула Абакаам Абракалам заклято. Почти 10 раз и прочитали, наверное. Сейчас еще раз. Открой свои двери, судьба. Направь ко мне силу удачи. Благослови мой дом, мои труды и помыслы мои. Как солнце светит миру с рассвета до заката, так пусть светит мне везение. Как луна царствует в ночи, так счастье пусть царствует в моей судьбе. Услышь меня, Вселенная, и да свершится благое дело во имя меня. Иам Латхат, Иушес Гаили, Мумхан Ваасес, Тут Ам Раис Кулла Абакаам Абракалам заклято. Думаю, достаточно. Не посчитала, конечно, сколько раз, но в любом случае. Проведите и откупитесь на перекрестке, и результат не заставит себя ждать и приятно вас удивит. Всем удачи!